Привет, друзья! С вами Алекс из Египта, и сегодня мы продолжаем знакомиться с жизнью города Луксора. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Луксор – это путешествие по следам фараонов. Мечта почитателей истории, культуры и всего, с чем связан Древний Египет. В мире нет другого города, где было бы сосредоточено такое огромное количество древних памятников. Это почти треть всех исторических реликвий, всемирный центр археологии. Древние постройки на правом берегу Нила называются городом живых. Здесь проживало его население, а на левом – городом мертвых. Здесь находились царская резиденция и огромный некрополь, погребальные храмы и гробницы. В городе живых находится всемирно известный Луксорский Карнакский храм, некогда объединенный аллеей сфинксов в единый ансамбль. В городе мертвых располагается знаменитая долина царей, место погребения фараонов, всего около 40 гробниц. Именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Большой интерес представляет храм царицы Хатшепсут, который кардинально отличается от других храмов Древнего Египта. По мнению ученых, он явился образцом для дальнейшего развития зодчества чуть ли не во всем мире. Карнакский храм – уникальный храм, самое крупное древнее религиозное сооружение в мире. В отличие от многих египетских храмов, Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией. Строительство началось в 16 веке до нашей эры и продолжалось более 1300 лет. Около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвященные богам Фиф. Карнакский храм состоит из 3 крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории, и нескольких храмов за ее стенами. В Карнакском музее в Большом дворе есть священное озеро, на берегу которого на мраморной колонне восседает жук-скоробей, исполняющий желания. Вечерний Карнакский храм освещается и наполняется музыкой. Долина цариц, известная в древности как долина детей фараона, археологическая зона на западном берегу Нила, рядом с долиной царей. В долине было открыто до 70 высеченных в скале гробниц жен и детей фараонов, а также жрецов и вельмож. Все захоронения относятся к 18, 19 либо 20 династиям. Более других впечатляет гробница жены Рамзеса Великого, Нефертари, в которой прекрасно сохранился обширный комплекс полихромной фрески живописи. Храм Хатшепсут – роскошный архитектурный комплекс, посвященный царице Хатшепсут, раскинулся у подножия скал Дер-эль-Бехри. Появление в череде правителей Египта женщины-фараона – весьма неординарное событие. Вот почему строение и расположение храма весьма необычны. В древности заупокойный храм царицы назывался иначе – Джесер-Джесеру, что переводится как «священнейший священный». Его строительство продолжалось в течение 9 лет. Помимо самой Хатшепсут, комплекс в Дер-эль-Бахри был посвящен Амон-Ра, отцу правительницы Тутмосу I, возведенному в ранг божества, а также Анубису, проводнику в загробный мир, и великой защитнице умерших Хатхор-Именхотеп. Некогда перед храмом был разбит пышный сад с экзотическими деревьями, кустами и небольшими бассейнами. Уникальные рельефы храма, выполненные искусственными мастерами, рассказывают об основных этапах царствования этой великой, энергичной и талантливой женщины.
Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.